Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Я очень люблю сдобную ароматную выпечку. И сегодня хочу поделиться с вами рецептом очень ароматного и вкусного пирога – розанчики. Он смотрится красиво, подойдет как на праздничный стол, так и на обычное душевное семейное чаепитие. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Порадуйте себя и своих любимых. Итак, начнем приготовление. Я всем желаю удачи на кухне. Сразу же подготовим форму. Форма у меня неразъемная, 26 сантиметров в диаметре. Мажем растительным маслом и боковинки, и основания. И выстилаем пергаментной бумагой. Так лучше пирог будет отходить. Альтернативный вариант – смазывайте также растительным маслом. Можно присыпать и боковинки, и основания, либо панировочными сухарями, либо манкой, либо мукой. А сейчас готовим тесто. 250 мл теплого молока, градусов 35-40. Отправляем в глубокую миску. Сюда же добавляю 3 грамма ванильного сахара. Сюда же добавляю 1 столовую ложку сметаны. Сметана комнатной температуры у меня. Сюда же добавляем 100 грамм сахара и 20 грамм дрожжей, свежих прессованных. Если будете добавлять сухие дрожжи, то нужно добавить в 3 раза меньше, то есть 7 грамм. Я в своих дрожжах уверена, поэтому сразу начинаю замес. Не буду готовить на опаре. Если же вы не уверены в дрожжах, накройте крышечкой и дайте 10-15 минут им активироваться до пышной пенки. Все хорошо мешаем. Так, готово. На мелкой терке натираем цедру одного либо апельсина, либо лимона. Только его желтенькую часть, ароматную. Готово. Немножко отжимаем лимон. Нам нужно 1 чайную ложечку сока лимонного добавить в тесто. Очень люблю, когда в сдобе присутствует сок лимона, либо апельсина и цедра. Очень хорошее ароматное тесто получается. Готово. Сюда же добавляем 1 яйцо. 80 мл растительного масла, не добавляем все сразу, немного оставим в конце. Сюда же добавляем цедру лимона. Все хорошо смешиваем. Сюда же добавляю чайную ложку лимонного сока и добавляю муку 500 грамм высшего сорта, заранее просеянную. Всю сразу не добавляю. Немножко оставлю для последнего замеса. Поверх муки добавляю соли, немного, щепотку. И замешиваем тесто. Мука может отличаться. Яйца по объему, по плотности могут отличаться. Поэтому смотрите на конечный результат. Добавляю еще растительное масло. Мы сливочное масло не добавляем в тесто. Поэтому сейчас добавляем. Если вы хотите добавить сливочное для сдобы просто великолепно. Можете пополам. 40 грамм сливочного масла, 40 миллилитров растительного масла. Вымешивать тесто нужно хотя бы минут 10. Оставшееся масло растительное тоже выливаем сюда. И продолжаем замес. Если вы добавляете сливочное масло, желательно, чтобы оно было тепленьким, комнатной температуры. На стол высыпаю остаток муки. И сюда же выкладываю тесто. Оно у меня еще очень липнущее к рукам. И сейчас будем его вымешивать. И теперь вымешиваем тесто. Гораздо легче, конечно, это сделать в планетарном миксере. У меня есть планетарный миксер, но я так люблю замесы руками. Буквально чуть-чуть растительного масла. И используем скребок пластиковый. Очень удобно. Так собираем. И дальше месим. Конечно, процесс этот трудоемкий, не очень-то легкий. Но если вы хотите приготовить потрясающий пирог, либо булочки, конечно же, стоит того. У меня на канале есть очень хорошие рецепты куличей. Я обязательно ссылочки оставлю на экране под видео в описании в инфобоксе. Посмотрите, пожалуйста, вам понравится. Уже прошло 7 минут. Посмотрите, тесто как себя чувствует. Великолепно. От рук уже постепенно отходит. И я помогаю скребком. Клейковина муки открывается. Не советую добавлять муку. Лучше еще дальше повымешивать. И сейчас мы в конце еще немножко добавим растительного масла. Тоже практически тесто готово. Руки смазала растительным маслом. И сейчас собираем вот так
посмотрите, какое у нас тесто. Роскошное просто. Посмотрите, какое тесто. Даже с пузыречками. Когда вот так его хорошо вымешиваешь, взбиваешь тесто, оно насыщается вот такими пузырями. Наше тесто готово. И сейчас мы его отправляем в миску на расстойку. Вот посмотрите, какое тесто. Какое оно игривое, какое оно живое. Потрясающее. Подкатываем его в шар, пока у нас руки в масле растительном. Готово. Капельку растительного масла на дно миски. Вот так обмакиваем, переворачиваем, округляем в шар. Накрываем пленочкой и дадим расстояться нашему тесту 1,5 часа. Через 40 минут первую обминку сделаем. Выпустим углекислый газ для лучшей ферментации. Отправляем в теплое место. Тесто растаивалось 1,5 часа. Первые 40 минут делали обминку. И сейчас посмотрите, тесто какое у нас. Мы его обминать не будем. Вот так аккуратно выкладываем на стол. Распределяем руками. И нам нужно скатать в прямоугольный пласт. Внутри миллион пузырей. Этот пирог готовится в виде булочек по типу булочек Cinnabon американских знаменитых. Итак, у нас получился прямоугольный пласт размером 45 на 35. Я буду использовать черничный джем. Очень люблю вот такой контрастный. Обычно такой пирог люблю с черно-смородиновым джемом. С любым, каким вам нравится. Я люблю именно контрастные цвета. И все равномерно распределяем. Можно с маковой начинкой. Края не нужно отступать. Смазываем полностью пласт. Также можете сверху орехи присыпать, грецкие. Фундук обжаренный. Лучшие грецкие орехи. Они очень нежно в пироге чувствуются. Я буду сверху посыпать черным изюмом. Я уже его замочила в холодную воду минут 15. Промыла и подсушила. Вот он, черный изюм, промытый и подсушенный. И сейчас в произвольной форме так присыпаем. Если есть какая-то влага в джеме, изюм великолепно впитывает ее. Поэтому я люблю изюм добавлять в начинку. В данном случае здесь будет изюм смотреться как черника, ягоды черники. Очень красивое сочетание в готовых изделиях. Рекомендую. Нарезать будем пиццерезкой, либо ножом. Мне удобно пиццерезкой. Нарезать будем на треугольнички, как если бы вы готовили круассаны. Вот такие удлиненные. Самый простой и легкий рецепт, вот именно как сделать розанчики. Вот так сворачиваем в улитку неплотную. Немножко руки пачкаются, ничего страшного. Посмотрите, как красиво смотрится. Вот этот краешек вот так вниз и устанавливаем в форму. Более сложный вариант розанчиков как-нибудь в одном из видео обязательно покажу. Какой можно красивый пирог приготовить. Вот так. Вот такая красота. И теперь устанавливаем форму. Самую маленькую в середину. И более крупные с краю. Немножко прижимаем. Они еще растаиваться будут. В серединку уместим еще одну розочку и по краям 2. Накрываем пленочкой и еще сверху полотенцем. И еще дадим расстояться минут 40. Посмотрите, как великолепно расстоялись. Очень красивые наши булочки. Прошло ровно 50 минут. Сейчас отправляем в духовку. Выпекать будем при 180 градусах 30 минут. Потом переводим на 150 градусов и до полной готовности. Включаем вверх-вниз. Отправляем в духовку. Духовка минут 20 разогревалась. Очень хорошо разогрета. Посмотрите, какой красавец у нас получился. И сейчас накрываем полотенцем и дадим остыть минут 40. Освобождаем от пергамента и снова переворачиваем. Сверху посыпаем сахарной пудрой, совсем слегка, чтобы придать нашему пирогу завершенный вид. Либо можно тесто
смазать джемом также и присыпать кокосовой стружкой и боковинки, и серединку. Итак, дорогие друзья, пирог получился на славу. Он получился очень нежный, красивый, ароматный и вкусный. Всем настоятельно рекомендую приготовить по этому рецепту. Если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, поддержите наш канал лайком. Делитесь моим видео со своими друзьями и близкими и в соцсетях. Пишите в комментариях, как получается у вас. Я вам буду очень признательна за обратную связь. Если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь. Не забудьте нажать на колокольчик справа, чтобы не пропускать выход нового видео. Я желаю вам всего самого наилучшего, мирного неба над головой, здоровья и до новых встреч на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Пока-пока, друзья.